Technical question? Yes. Вот смотрите, Лора. Yes. Что такое неродственные связи, где родители, братья и сестры? Правильно я понимаю, что здесь нужно писать людей, да, там, мама такая-то, да? They're asking about this non-biological connection. Those are like the coach that I talked about, or oftentimes the child will speak about a previous teacher. Yeah, but they're just asking that here we have the grandparents, maybe they just thought that this, like, when you cross those two lines, maybe non-biological grandparents, so there's no such thing, right? Oh, you yes, write that pertains to this side. This is just any type of person. Смотрите, у нас получается, что две колоночки. Первая колонка — это все родственные связи, то есть у нас здесь папы, мамы, бабушки, дедушки. Вторая колоночка идет отдельно, то есть сюда вписываем там тренер по спорту, друг, подруга и так далее. То есть вот это вот друзья и сверстники. Не родственные связи. Родственные. But peer are here. Friends. Peer friends. They're not Correct. Correct. Нет, там Technically, peers should be on the right То есть side. технически, да, она подтверждает, что вот все вот эти сверстники, они должны быть не биологические. That would be a good change for Not us. relatives. Значимые взрослые. Значимые взрослые, да. We have a special term, they just named it for those who are not non-biological, Yes. but related to the kid. Yes. We call them meaningful adults. Sure. By the way, let me talk a little bit about previous foster parents that the children say, I feel very connected to a foster parent I had 3 foster parents ago. Или, например, если ребенок несколько раз был изъят из разных семей, то вот сюда, в небиологические, опять-таки, связи попадут те его замещающие родители, там, вторые или третьи по очереди, допустим, потому что он говорит, я действительно с ними чувствую связь какую-то. Many times when we've reconnected with those previous foster parents, and we talk to the foster parent about the fact that the child has felt very connected to them over all these years, and that the child has changed, and the child is more mature and ready to work on behaviors and has goals in their life. The foster parent has ended up being very open to taking the child in and even moving to adoption. Даже часто бывают такие случаи, что вот у ребенка было несколько замещающих семей, и приемные родители, которые там были вторые или третьи в его жизни, допустим, когда мы возвращаемся к ним уже в процессе вот этой программы поиска кровных родственников и говорим о том, что, а вы знаете, на самом деле ребенок к вам привязан, и он очень тепло вспоминает и отзывается о том, как он у вас жил, то и мы также доносим до них, что, во-первых, ребенок повзрослел, что есть изменения в поведении, что есть определенные цели, которые мы с ним вместе проработали и поставили. И очень часто бывает, что вот эта приемная семья, из которой он все-таки когда-то был изъят, она принимает его обратно или там как-то они съезжаются и даже начинают задумываться об усыновлении, то есть такой более серьезный шаг предпринимают. That the love, because it really has been a love that's sustained over time between them, that impresses the foster parent, that the child has felt that kind of connection over time. Потому что это на самом деле большое иногда такое свидетельство для вот этих замещающих родителей, что на самом деле, как бы он себя не вел, у ребенка есть с ними связь, и он вспоминает о них, он помнит о них, и как бы их это часто, ну, для них это такая большая серьезная вещь, которую они должны осознать, что, и которая их порой даже удивляет, что ребенок вот на протяжении этих лет сохранил в своем сердце память о них. The youth becomes motivated to work in therapy on the behaviors that caused that particular placement to be lost. И в такой ситуации, если ребенок возвращается повторно вот в эту замещающую семью, у него намного больше мотивация, через несколько лет, допустим, намного больше мотивация работать над своим поведением и постараться решить те проблемы, из-за которых он из этой же семьи когда-то был изъят. The youth has experienced the consequences of
their behaviors having disrupted a love connection with a foster parent. Потому что ребенок, он через какое-то время он осознает, какие проблемы в его поведении и что конкретно в его поведении вызвало вот эту ситуацию, когда он был повторно изъят. So now I want to talk about the internet search process. Теперь мы поговорим о процессе поиска кровных родственников через интернет. You have a handout that gives you a number of different resources, and some are international. У нас в распечаточках также есть вот такой материальчик в самом конце, который дает ссылки на несколько сайтов, в том числе международных, где можно по базе искать людей. The internet searches are, it's not a very linear, methodical, step-by-step process. It's actually very intuitive. Процесс поиска родственников по интернету, его нельзя описать в двух словах или изложить как какую-то концепцию. Он достаточно интуитивный, такой спонтанный. You'll start to do a search around a name and say a birthday. Допустим, вы начинаете поиск, и у вас есть только имя и дата рождения подростка. And then suddenly that search engine might take you to a birth record or a death record. И вот это упоминание ребенка в глобальной паутине вдруг поисковая машина, там Google или Яндекс, вас перенаправляет на какое-то упоминание о рождении какого-то родственника или о смерти какого-то родственника. То есть вы никогда не знаете, куда вас приведет поиск, который вы начали. And you need to follow those a while until perhaps you do land on an actual relative. Потому что вам нужно последовать вот за той выдачей поисковой, которая у вас есть, потому что это может привести вас действительно к настоящему родственнику ребенка, кому-то, кого вы ищете. And I have an exciting new development that I haven't even tried yet, but I want to tell you about it. И есть какая-то новая методика или технология, которую мы пока еще даже не опробовали, но она настолько меня вдохновляет, что хотела бы вам о ней рассказать. Two of the links, or two of the search engines, FamilyLink.com is one of them, and then I can't remember the second one's name, but that one's an important one. Есть два поисковых ресурса, которые они используют. Первое это FamilyLink.com, а второе название она не помнит сейчас. Is now offering a DNA kit that an individual can, do you know DNA? Okay, so you can order a DNA kit, do a cotton swab, and send it off to FamilyLink.com, and then they will run a search for you based on your DNA. Вот несколько этих ресурсов, FamilyLink.com и еще один ресурс, они теперь предоставляют такую услугу, что вы можете взять образец слюны или ДНК, отправить им, то есть связаться с ними через портал, потом это им отправить на исследование, и они, сделав исследование, они могут проверить ваши догадки относительно родства каких бы то ни было людей. So after I get back next week, I'm going to actually test it for my daughter. My daughter was adopted in China. She's 10 now. We adopted her at 16 months. And so I'm going to run the DNA kit for her. She doesn't know about this, and she's too young. But it will not stop me from going ahead and using the new DNA kit through FamilyLink.com to find where her relatives are in a village in Hunan province in China. И Лора говорит о том, что когда она вернется из Штатов, она как раз-таки хочет опробовать эту технологию даже на своей дочери, потому что у ее удочеренный ребенок, уже 10 лет девочки, и Лора хотела бы взять вот этот образец ДНК, потому что через этот сайт, портал, вы связываетесь, делаете запрос, и вам присылают вот такой маленький наборчик для того, чтобы взять ДНК.
И, конечно, девочка сама не справится, и она еще не знает о том, что она удочерена, потому что еще маленькая совсем. Вот. Но Лоре было бы интересно вообще просто узнать и по составу ДНК, да, определить и найти каких-то родственников, потому что девочка была удочерена из Китая, и, может быть, там где-то в отдаленной провинции как-то удастся найти эту информацию. I want to see how effective that process is before I begin to explore it as an option for the children in our agency that we serve. Это достаточно интересная такая методика, но Лора вот хочет ее проверить прежде всего сама лично, прежде чем она начнет это распространять и применять у себя в программу. I think it has very great potential. There's a lot of information that you can find on the internet, but to be able to have the DNA analysis that then zeroes in on living and non-living relatives in relationship to DNA testing, that's very, very powerful. So I'm excited about it. I can't wait to test it out. И Лора говорит, что это действительно уникальная возможность, потому что много информации находится в интернете, и по имени и дате рождения подчас, ну, бывает действительно сложно найти, а вот такая история с анализом ДНК, она может быть действительно, ну, как таким очень мощным шагом вперед. Поэтому я уже не терпится самой опробовать. So we do a tremendous amount of internet searching, and at this point what I've told you about is that we've gotten court permission, we've gone through the child's record, we've introduced the process to the child, we've gotten information from the child. First of all, we got court permission. Court permission, From the social then the record search, then the introduction and permission from the child. И вот к тому моменту, к которому мы сейчас подошли, напомним, да, просто процесс еще до интернет-поиска, когда мы получаем разрешение от суда, мы получаем согласие социального работника, мы получаем согласие ребенка, перед этим даже мы получаем доступ ко всем его данным, и затем мы беремся за интернет-поиск. And then the internet searches. And then when we have found potential relatives, then we need to do the actual contacting of relatives. И когда мы нашли потенциальных родственников через интернет, мы начинаем выходить с ними на контакт и смотреть, кто откликнется. One other process that we'll go through, I need to mention as well, sometimes the child has addresses that they used to live at, and their records have addresses, and we will actually walk the neighborhood of where the child used to live. И ту работу, которую они делают, найдя в личном деле ребенку указания на место его предыдущего проживания или какой-то адрес его прошлой семьи в прошлом, они даже приезжают в этот город, в эту местность или в этот регион и буквально вот обходят по ближайшим домам, просто спрашивают, знают ли люди что-то об этом. We just knock on doors and ask neighbors. And one time we actually knocked on a neighbor's door, and she goes, yeah, she doesn't live there now, but she lives 2 blocks down around the corner, and here's her address, and that's how we were able to find a biological mother, by asking a previous neighbor. И у нас даже были случаи, вот, например, один такой случай, когда пришли, просто постучали в дверь к соседке буквально, она открыла дверь, говорит, ну да, вот женщина больше здесь не живет, но живет в 2 кварталах, вот буквально вниз по улице, и дала новый адрес, и так удалось найти кровную маму, то есть биологическую маму ребенка. So when we make a phone call, and we like to make phone calls first, not a letter, and the reason for that is we have to create a sense of urgency. И на самом деле мы предпочитаем звонить вот таким потенциальным родственникам, потому что письмо, это могло быть тоже хорошей альтернативой, но телефонный звонок дает человеку понять, что мы на самом деле в процессе поиска, и есть какая-то срочность в том, что тебе все-таки позвонили. So I'll give you an example. Look, Lynette? У меня 2 технических вопроса. I've got 2 technical questions again. По поводу ДНК, что-то не очень понятно. Это что, новая какая-то система, что ли? Как, существует база данных, что ли, по каждому всех граждан? DNA test is not very clear for us. Is there like a database with
DNAs of every in each one? How do you take a sample of someone's DNA and then they analyze it? How do they come to the point of recognizing someone as someone's relative? Those are excellent questions, and they will be the questions that I'm going to ask when I start doing my research. I don't have your answers right now. What I'm told is that there are databases that will help with locating the region of where a child is from, or an adult. I don't know if it gets as specific as actual people's names. I don't know yet. I need to start my research. Лора еще тоже сама в процессе исследования, и на самом деле она говорит, что те вопросы, которые вы задали, у нее еще нет ответа, но это то, что она спросит у этих двух порталов, да, которые предоставляют такую услугу, но как она это понимает, что действительно есть какая-то база данных людей, и по анализу ДНК удастся определить, ну, как минимум регион возможного проживания ребенка, да, где, допустим, где он, допустим, был рожден, да, и там же найти его родственников. Она пока не уверена насчет того, можно ли будет сопоставить ДНК настолько, что найти прям вот людей, да, прям маму, папу тут же отыскать, но, по крайней мере, вот какие-то наработки в этой сфере ведутся. То есть пока отдельно взятой страны, получается, это не может быть всех людей, которые... Is this an international database? Or... I don't know. I do know that... То есть вы хотите сказать, что в ДНК заложена местность, информация о местности, в которой человек жил, что ли? So does it mean that DNA contains the information about the region where a person lives? Yes. The lineage of where the person originated from. Да, то есть предки, вся кровная линия можно проследить. Нет, географически, где они жили. Geographically? Yes. What, if you go to familylink.com, если на этот сайт зайти, просто для интереса, familylink.com, одно слово, familylink, you will see on their face page the link to the DNA testing that they offer and how you can link it with your searches. То там как раз таки можно вот подробно посмотреть описание той работы, которую они делают по поводу ДНК, и как сам процесс того, как это исследование происходит. It's just started, so I'm going to start next week, and I'll know more that I can share later after I go through the process. So it's just brand new, and I'm not sure yet. Это только вот буквально новая такая новейшая разработка, поэтому не все еще понятно, но у Лоры скоро, она надеется, что будет больше информации, когда она сама попробует все это пройти. So back to what we say when we call a relative. Вернемся к тому, когда мы нашли потенциальных родственников, возможную семью, и мы им звоним. So I would pick up the phone and I would call a grandmother that I know, paternal grandmother, living in another state. You call and you say that you're a grandmother? No. I would call the paternal grandmother. I have her name and I have her current phone number that I found through the searches. То есть, допустим, я нашла, как мне кажется, настоящую родную бабушку этого ребенка. То есть я звоню, спрашиваю ее по имени, представляюсь, и она отвечает. And I say, I introduce myself. Hello, my name is Lorы Chempion. I work for a nonprofit mental health agency that serves foster children. So I introduce myself. Я обязательно представляюсь, и я говорю сразу, всю правду. Я говорю, что я вот из агентства, мы занимаемся проблемами детей с психологическими, да, какими-то отклонениями и сложностями, и, собственно, просто рассказываю, кто я и откуда я. I'm caring for, or our agency is caring for your grandson. Я говорю о том, что, допустим, наше агентство занимается помещением вашего внука в замещающие семьи или просто его опекой. And he does not have family in his life, and he has not had family for many years. И я говорю этой бабушке о том, что вот этот ребенок столько-то лет находится в системе, и столько-то лет мы наблюдаем, что у него вот нет семьи и нет родственников. And he needs you.
И говорю о том, что на самом деле, даже если вы об этом не знали, то этот ребенок в вас нуждается. Then I listen to what the reaction is. And the reactions have been everything from, oh my God, I didn't know I had a grandson. И дальше я даю человеку возможность высказаться и выслушиваю реакцию. И реакции были самые разные. От такого, что, о боже, да я не знала, что у меня внук есть, To, I thought he had died. до таких печальных, когда человек говорит, а я думала, что его уже в живых нет, тоже моего внука. Sometimes just silence on the phone. Иногда просто тишина слышится в ответ. Sometimes, you know, upset. Иногда люди очень сильно переживают и расстраиваются. But more often than not, very eager to know about their relative. Но на самом деле чаще всего намного больше мы получаем обратной связи, и меня начинают расспрашивать об этом ребенке, и человек на самом деле волнуется за его жизнь и переживает. Чаще всего это так. And the way we've been trained, we need to keep the urgency up. And so we begin to talk about how, you know, he has not had family. He is lonely. We need your help. We need you to be connected to your grandson. И какова бы ни была реакция, мы пытаемся не растягивать вот этот процесс вовлечения человека в жизнь ребенка. Мы говорим о том, что на самом деле, вы знаете, он столько лет уже в системе, он одинок, у него никого нет, он в вас нуждается. We don't start talking about permanency at all in this first contact or even in the first 3 or 4 contacts. На этом первом этапе, не только первый звонок, а может быть 3-4 первых звонка, мы даже не начинаем говорить с человеком о постоянстве, то есть о том, что ему постоянно теперь нужно присутствовать в жизни этого ребенка. Тут главное донести, что вообще существует нужда у этого ребенка в этом взрослом. We prefer that the permanency is as a result of the work that's done therapeutically between the child and the grandparent. И мы предпочитаем это ставить работу таким образом, чтобы постоянство созидалось через ту терапевтическую работу, которую мы делаем вместе с ребенком и вместе со взрослым, то есть уже на следующем этапе. We ask for permission to meet with them in person. И дальше следующее, что я говорю по телефону, я спрашиваю разрешение просто познакомиться с этим человеком, с предполагаемой бабушкой, как в нашем случае. And our first meeting will be our family finding person going to them or bringing them to us. И первая встреча происходит таким образом, что человек из вот этой команды по поиску кровных родственников, он либо сам поедет туда, на то место познакомиться, либо, если есть возможность, то человек, которого мы отыскали, предполагаемый родственник, он приедет к нам и тоже познакомится. And the purpose of the meeting is to tell them about family finding, tell them about their relative, the young person, and then to describe for them all the different ways that they can be connected to the child, and then to get their commitment. И цель этой первой встречи — познакомить с программой познакомить с программой поиска кровных родственников, рассказать о том, каким образом человек может поучаствовать в этой программе, как он может начать налаживать взаимоотношения с подростком. И следующий этап — это обязательно мы просим человека уже даже на этой встрече сделать какое-то посвящение, то есть выбрать, как он желает вовлекаться в жизнь ребенка. And then we set up the meeting for the child to meet the relative. And we like to have, after the initial meeting with the child, then we like to have a family reunion if there are other relatives in the area next that are living close by the grandparent or whoever the first contact is. И следующая встреча происходит уже таким образом, что мы приглашаем ребенка присоединиться к нам, познакомиться, и даже если есть еще какие-то родственники, которые недалеко и которых можно тоже привлечь, которые находятся благодаря тому, что нашелся вот этот первый человек, то их мы также приглашаем, и это такое некое воссоединение семьи. And we come back and we usually let the social worker know the results, and then the child needs to hear about it. And we like to let the child know within a therapy session so that the child can process through the impact of hearing this information. So that you know, we're always paying attention to safety for the child, and we need to make sure that
if any of the new information that the child is going to hear is going to upset them a great deal, that it's told to them in a therapeutic setting, and that can be worked on between the therapist and the child. So child is there at the second meeting? We arrange for the child to go, but before the child goes, we make sure that they get all the information about everything we learned after the first visit. You tell them first. We tell them, and we help them work through the emotional impact with the therapist before doing the meeting and the reunion. И даже до того, как произошла вторая встреча и воссоединение семьи, мы прежде всего встречаемся с ребенком, и также терапевт еще особенно отдельно с ним беседует, потому что вся новая информация, которую мы узнали, мы хотим, чтобы он ее также узнал от нас, чтобы, когда он уже встретится с семьей, у него не было сюрпризов, и мы также хотим подготовить его к этой встрече, для чего и нужен терапевт, который поможет ребенку преодолеть какие-то сложные новости, да, которые может принести его вот эта семья, которая нашлась. And then the trip is arranged, and we take the child to meet their grandparent, and it's usually very emotional. The grandparent usually has pictures and albums that they bring out, and even mementos from the biological parents, and different things that have to do with the past that the grandparent feels like they really want to share with the child. И вот как в данном случае мы организовываем поездку на место, то есть берем этого внука с собой, везем его к его бабушке, и на самом деле это всегда очень эмоциональный момент, когда он заходит в дом, и там, возможно, даже есть фотографии его детские, и бабушка начинает рассказывать какие-то истории, то есть это такое значимое переживание. And then the child usually brings like a photo album or even a scrapbook in order to tell the grandparent about their life. And that's all facilitated by our family finding person that has gone and helped them. So there is a step-by-step process that we sort of follow when we're there, so that there's some structure for both the child and the relative. И есть определенная также важность того, что и ребенок привозит с собой свои фотографии или какой-то альбомчик, где он рассказывает о том, как он жил все это время. То есть это такой вот шаг по шагу, шаг за шагом они начинают знакомиться. И все это происходит, естественно, при участии члена нашей команды, который является вот участником этой программы по поиску кровных родственников. И, да. And the meeting with the first relative usually happens on the first day, and then the reunion the second day. И обычно у нас такая есть отлаженная уже структура, то есть в первый день приезжает ребенок и встречается, вот, допустим, с бабушкой, и если еще другие нашлись родственники, то во второй день уже происходит воссоединение всей семьи. То есть вот так, поэтапно, опять же. The reunions are usually very emotional. A lot of photo taking, a lot of storytelling, a lot of traditional family dishes are made. It's usually quite a celebration. И на второй день, когда вся семья приезжает, то на самом деле это такой целый праздник получается, и родственники начинают рассказывать истории из жизни ребенка, и с друг другом обмениваются впечатлениями, много фотографий, то есть это тоже такое эмоциональное событие. The child and our family finding specialist are usually staying in a hotel. They don't stay with the family, and that's so that after the contact, they can go back to the hotel and talk through the experience, and the child has an opportunity to kind of decompress a little bit, get grounded before going into the next contact. И очень важно также, что наш работник, который едет вот по этой программе с ребенком, и сам ребенок, они проживают в отеле. Поэтому вечером после первого дня, когда они возвращаются, у ребенка есть возможность, ну, скажем так, выпустить пар, да, так немножко освободиться от этой эмоциональной составляющей первой встречи и просто с сотрудником переговорить, просто обсудить
какие-то впечатления этого дня, прежде чем они опять в этот эмоциональный второй день занырнут. Это вот очень важный аспект, что они не находятся в том же доме и уже прям вот в семье. And at the end, the goals are to make sure that all the contact information is exchanged and that commitments are made around the very next contact and then what ongoing contact is going to look like. И также в эти 2 дня мы стараемся сделать так, чтобы обменяться всевозможной контактной информацией, чтобы, не дай бог, опять никто не потерялся. И обязательно мы договариваемся о времени и месте следующей встречи, то есть когда ребенок может вновь увидеться с семьей, а также о том посвящении, тех обязательствах, которые семья готова на себя взять в будущем. То есть что-то уже на будущее даже проговаривается. So now I'm going to share with them about a project that I did for emancipated youth in California. Just one young man that I did family finding for. And emancipating what does you would call them orphan graduates. Okay. И сейчас Лора поделится одной историей того, как она лично, как участник вот этой программы по поиску кровных связей, одному из выпускников детских домов, у нас бы это так называлось, то есть уже выпускнику системы, помогала восстановить контакты со своими родственниками. In California, there is a group of youth that have graduated from our foster care system, and they are youth advocates. Youth advocates? Advocates, youth leaders. They're dedicated to change in the system. У нас в Калифорнии есть такое небольшое сообщество выпускников системы, тех, кто успешно выпустился, закончил, и тех, кто является такими лидерами или адвокатами этой системы. То есть это люди, которые верят в улучшение, которые приносят систему в их жизнь, и они готовы помогать ее улучшать, и они готовы другим рассказывать о том, чем система помогает. As family finding started to move across California, there was a project that got started to help those particular youth experience the family finding process. И в то время, когда программа по поиску кровных родственников стала распространяться в Калифорнии, вот именно вот этой группе молодых, скажем так, выпускников, вот этих лидеров, и к ним она тоже была применена. And there were 10 of us who had been trained in family finding, and 10 of those youth were chosen to participate in this project, and then we were matched up with our youth. И произошло это таким образом: 10 сотрудников программы по поиску кровных родственников были прикреплены к 10 молодым людям, вот именно из этого сообщества, из этой группы таких адвокатов, назовем их, и потом уже они познакомились, то есть 10 сотрудников и 10 молодых людей познакомились. The young man I was connected with, I think he was 23 years old. И на тот момент тому молодому человеку, которому в поиске семьи помогала непосредственно Лора, было 23 года. He lived on the streets of Los Angeles. Он жил на улицах Лос-Анджелеса. Because he was still at very high risk, he would lose his homes. He was involved with drugs and prostitution. У него были проблемы с наркотиками и также с проституцией, поэтому он жил на улице, и в какой-то момент у него просто даже и дома не осталось, то есть он лишился недвижимости. But when he wasn't doing those things, he actually was very involved in youth advocacy. Но в то время, как он был, когда он приходил к ним, когда он не был на улице, когда попал к ним, он на самом деле был одним из как раз таких адвокатов, одним из тех людей, которые очень верят в то, что система может помочь. He was very smart. Очень умный парень. Had a huge heart. У него большое сердце, сострадание к людям. So I flew down to meet him. И я полетела, чтобы встретиться с ним. I made sure he got a big lunch. Убедилась в том, что мы хорошо пообедаем, то есть покормила его. And I listened to about his past. И пока мы
общались, я много времени потратила на то, чтобы выслушать все о его прошлом. Very sad. И там были очень грустные моменты. And I described family finding to him. И тут я уже перешла к тому, что я просто рассказала ему о процессе поиска кровных родственников, о той программе, которую мы проводим. I asked for his permission to provide him with that support. И спросила его, хочет ли он присоединиться и оказать всяческую поддержку. And then I had him do the conogram. И затем мы с ним сели и вместе сделали диаграмму по цветам. Very few connections. У него было очень мало связей, там несколько цветов всего. And because he was an adult, he could access his own record. И поскольку он уже был взрослым, выпускником системы, у него был доступ к его личному делу. So we made an appointment for the next day to go to the records department in Los Angeles. И поэтому на следующий день сразу же мы договорились с ним о встрече, что мы пойдем вот именно в тот отдел, в то учреждение, где хранятся его записи в личное дело. And I met with him beforehand to help him realize that what he might read in his own record might be quite painful. И до того, как мы пошли в это учреждение, чтобы уже забирать его личное дело, я конкретно с ним проговорила, что то, что он может прочитать в этом личном деле, могут быть какие-то вещи, к которым он может быть не готов. He already knew that his mother had been murdered. Он уже знал к тому моменту, что его маму убили. So I knew that you know, he was not going to receive that information for the first time. Потому что естественно, я убедилась в том, что эту информацию из своего личного дела он увидит не в первый раз, то есть он уже знал об этом. And because I couldn't go into the records room with him, I needed to train him very quickly on all of the information he needed to gather in his own record. И поскольку я не могла с ним пойти в это учреждение, он должен был зайти туда один, он должен был сам изучить свои личные записи, поэтому мне нужно было также очень быстро его подготовить и просто рассказать ему хотя бы, какую информацию он должен найти и где ее искать. So he came out and he was upset, and we spent a fair amount of time processing what he had learned. И когда он вышел оттуда уже из этого учреждения, после того, как он прочитал запись, он вышел очень огорченный, и какое-то время мы еще потратили на то, чтобы проговорить те вещи, с которыми он там встретился. And I made an appointment with him to return in 2 weeks from that date, because I gave myself 2 weeks to do the internet searches. И мы с ним обсудили и согласились, что через 2 недели мы снова встретимся. И за это время 2 недели мне понадобится на то, чтобы провести интернет-исследование и на основании того, что он нашел. In total, I think I spent about 14-15 hours doing internet searches. И в течение вот этих 2 недель, именно непосредственно поиском по интернету, я занималась где-то 13-14 часов. And now I'm gonna, because I'm looking at your watch, so I'm gonna speed up and kind of tell you the result. И я сейчас уже смотрю на время, что мы подзадерживаемся, поэтому я ускорюсь и сразу расскажу, каков был результат этого процесса. I found 34 of his living relatives. Мне удалось найти 34 живущих родственника, его непосредственные кровные родственники. I dispelled a myth of his. He thought he was Native American, and I assured him he's not Native American. И также еще один миф в его жизни рухнул. Он думал, что он американец по происхождению. Оказалось, что нет. He's Mexican American. Оказалось, что у него смешение там и мексиканская, и американская кровь. What was important about that for him is that he always thought that if he ever got the paperwork to show that he was Native American, that would pay for very expensive college for him. Почему для него это было важно знать? Потому что он думал, что если он предоставит бумаги о том, что он является американцем по происхождению, ну, скажем, чистокровным, да, то это позволит ему, даст ему возможность подать документы в очень дорогой колледж, в который он хотел поступить. And I told him, you will be going to college the hard way. И я его расстроила, к сожалению, и сказала, что, слушай, ну для того, чтобы поступить в колледж, тебе нужно будет поработать. I found his sister, whom he hadn't seen in 17 years. Также удалось найти его сестру, которую он 17 лет не видел.
And I got them connected up. И я также их познакомила. She lived very close to him in Los Angeles. И в Лос-Анджелесе она жила на самом деле вообще неподалеку от него. And just to make a somewhat long story short, he had been already receiving therapeutic services, but the therapeutic services started to really have an effect as he started to get connected to relatives. И чтобы укоротить историю, да, скажем так, что на самом деле он до этого момента, до начала поиска кровных родственников, он уже получал терапевтические услуги от нас, может быть, не прямо от отделения в Калифорнии, но эта терапия начала работать именно с момента, когда он нашел, когда удалось восстановить эти связи кровные. То есть это конкретный результат, который Лора увидела. 2 therapeutic outcomes: he quit using drugs and alcohol, and he was not feeling suicidal at the end of the family finding process. И к концу процесса поиска кровных родственников 2 самых главных результата, к которым мы пришли. Он полностью отказался от наркотиков, это первый результат. И второе, у него ушли всякие суицидальные наклонности за счет того, что он наладил связь с семьей. And the highlight for me was when he called me on July 4th from Disneyland, and he said, "Laura, I just want to let you know I'm in Disneyland with my sister and my 2 nieces, and I just got called uncle for the first time in my life." И таким ключевым моментом в этой истории, наверное, может стать то, что на 4 июля, вы знаете, это День независимости США, это большой праздник, и в этот день, уже после всей истории, он позвонил Лоре однажды и сказал: "Лора, ты знаешь, я сейчас в Диснейленде со своей сестрой и 2 племянницами, и меня впервые в жизни кто-то назвал дядей." When we did his conogram, full of connections, and it wasn't just the 34 relatives. We found past foster family, a teacher, a family friend. It was very, very full, and he was able to find stable housing. Of course, he still had a lot of therapeutic needs, but I felt quite confident at the end that he had hope in his life and enough stability, and the connections were very, very strong, that those would continue past the family finding experience. И помимо 34 родственников удалось найти учителя, еще каких-то людей, которые были когда-то вовлечены в его жизнь. И к концу процесса у Лоры появилась полная уверенность, что теперь есть стабильность в его жизни, в связи с тем, что ему даже удалось найти место постоянного проживания. I'm going to do a time check. What time is it right now? It's 12:30. Oh, okay. So I just want to, again, like yesterday, let folks know that I have a little bit more I want to make sure that I cover. But if anybody needs to leave, tell them it's perfectly fine, and I'm sorry we got started late. И мы знаем, что сегодня мы поздно начали, и сейчас мы уже должны были заканчивать, но есть еще пара важных вещей, о которых Лора хотела бы рассказать, поэтому она абсолютно спокойно отнесется, если кому-то уже по времени действительно надо уходить. Просто чувствуйте себя свободно, но есть просто какие-то еще аспекты, о которых она должна поговорить, и мы извиняемся, что сегодня начали позже. So it's important that, I think we go to the next slide, and it's slide number 25. It's important for you to know that there have been significant barriers to family finding, and we've experienced all of them. И также вы должны знать, что чаще всего в процессе поиска кровных родственников, естественно, есть какие-то трудности и препятствия. И с позиции своего опыта Лора говорит о том, что многие из них, они уже проходили и научились проходить. You know, people in our system don't understand how important permanency is still. Вы знаете, к сожалению, до сих пор даже в нашей системе люди не понимают, насколько важно постоянство в жизни ребенка. Not enough people are trained in how to do family finding. И это в большей степени результат того, что не всех еще нам удалось обучить тому вообще процессу поиска кровных родственников, самому сердцу этого процесса. Caregivers do get afraid of the behavior of the children.
Потому что социальные работники, те, кто заботится, они чаще всего напуганы поведением ребенка. There are social workers that the social worker for the children become afraid for them that they can't handle it. И у социальных работников зачастую появляется страх, что с таким поведением невозможно справиться. Next slide. You did go to 26. Good. We have not done enough family finding for the birth fathers. There all of a sudden there's like this focus too much on the birth mother and the birth mother's relatives, and I think there are a lot of birth fathers and their extended family. That's a wealth of connection possibilities. В качестве других препятствий также можно назвать то, что зачастую нам лучше удается искать именно родных матерей и родственников по линии мамы, чем отцов и родственников по линии отца. And there are the families where the parents are definitely still struggling. They're not an option. There are parents that are not willing to do this. We have had roadblocks around not finding them, so then we need to shift to non-relative, and that's listed there. И если мы вдруг находим семьи или родственников, которые сами находятся в какой-то проблеме, и социальная среда для ребенка будет незащищенная, мы идем дальше и ищем более дальних родственников. And then there are judges that are completely unaware still of family finding, and there's a fair amount of resistance from the courts. И также есть большое количество судей, которые непосредственно будут принимать решение о помещении ребенка в ту или иную семью, которые до сих пор еще не знакомы с нашими наработками в плане поиска кровных родственников, и с их стороны тоже есть определенное противостояние. But that's changing quickly because we've passed some permanency laws for foster youth. Но это достаточно быстро меняется, сама ситуация с судьями, потому что в последнее время было принято несколько законов, которые нацелены именно на обеспечение постоянства в жизни ребенка. Next slide. And then there are the youth that, for a variety of reasons, they can be quite resistant to it. You did ask about children like that. This isn't very often, but they have this, some of them have this feeling like, I don't need them anymore. They failed me before, they're going to fail me again. Естественно, мы уже говорили об этом, что есть определенное противостояние со стороны ребенка, потому что если его в прошлом эти же взрослые подвели, ну скажем, бросили, простыми словами, то, естественно, у него снижен уровень доверия к этим людям, и он не хочет возвращаться в эту семью. Такое бывает, такое вот сильное противостояние бывает достаточно редко, но это есть. Next slide. It's our job to make sure that we set this up for success. Но это наша обязанность прежде всего убедиться, что программа в жизни конкретного ребенка закончится успешно. And so, as I mentioned earlier, making sure there's urgency throughout the whole process, that we don't sit idle, that everybody that's involved needs to move quickly and find the relatives, certainly do the therapeutic work, but not sit back and wait. There's been too much waiting for the child. И мы также понимаем, что в жизни этого ребенка уже достаточно было ожидания. Поэтому на протяжении всего процесса мы стараемся поддерживать вот эту срочность. То есть, когда мы находим какую-то ниточку, зацепку, мы сразу начинаем по ней двигаться. И не хотим, на каком-то этапе просто отдохнуть и сказать, что, отлично, что-то уже сделано, но мы понимаем, что ребенок так уже достаточно ждал. We also need to make sure that if a family is going to take a child in, that we assess their needs on multiple life domains and make sure that they have the resources they need. И также, прежде чем ребенок будет помещен в свою новую семью, да, кровным родственникам, мы, естественно, делаем все возможное, чтобы убедиться, что у семьи есть ресурсы и что во всех сферах жизни есть стабильность, и что ребенок также будет находиться в здоровой атмосфере. Next slide. Just some cautions. It's really important to get those permissions from the courts. И, естественно, для нас вот на этом этапе уже
помещения ребенка в семью, очень важно все разрешения и всю необходимую документацию собрать. And we need to make sure that the social worker gets the ongoing information. И также мы убеждаемся в том, что социальный работник, который ответственен на данный момент за ребенка, что он получает также всю информацию, которая есть у нас, то есть мы его держим в курсе. And of course, we don't emphasize reunification and permanency at the beginning because that might not be the result, and we really don't want to hurt the child any further around that issue. И с самого начала процесса мы очень осторожно подходим к тому, чтобы говорить о постоянстве и непосредственном помещении ребенка в эту семью, потому что мы не знаем, будет ли это результатом данной конкретной истории, да? Мы не знаем, как все закончится непосредственно, когда мы найдем родственников, поэтому мы не хотим зря оправдывать надежды ребенка. Next slide. I went over these, what we're asking out of the relatives. А кто производит оценку кровной семьи, когда ребенок помещается? Агентство или какие-то социальные службы? Вы имеете в виду уже до того, как он помещен, или после? До помещения. Кто ее оценивает? Before you said about the resources in the family, the biological family that you found, for example, and who is estimating other welfare is enough, other okay, who is doing that job? If they're in the state of California, Если они в штате Калифорния, эта семья находится, and they're not in our county, и они не в нашем округе, потому что там еще округа в штате есть, we will work with the social services department in the other county to do the clearance. мы тогда всю эту информацию выясняем совместно с социальной службой вот этого округа, то есть социальные службы вовлечены здесь. We work with the social services agency in other states. То есть, да, с агентствами, социальными службами в другом штате мы сотрудничаем. And even in other countries. И даже в других странах у нас тоже есть взаимоотношения, то есть мы можем уточнить эту информацию, насколько семья готова. In fact, 2 years ago, I had the head of social services from Taiwan meeting with me in California, while one of my teams was in Taiwan doing a family finding reunification. It just happened to turn out that way. И it was last year. 2 years ago. И 2 года назад даже у нас такая ситуация получилась, что пока я в Калифорнии встречалась и общалась с главой департамента социальных служб из Тайваня, команда Лоры в это время была в Тайване и делала работу как раз по поиску кровной семьи для одного из ребят по вот этой программе. То есть даже на уровне государства есть какие-то общения. She didn't know that her own social workers were helping to do family finding. И при этом глава департамента даже не была в курсе, что ее социальные работники занимаются помощью нам в процессе поиска семьи, то есть иногда это такой случай. She was pleasantly surprised. И она была приятно удивлена, да, этому факту. In terms of the other point I want to make about family involvement, if they're at a distance and they can't travel regularly to come in, we make sure that they're participating by phone, by Skype, that there's a regular ongoing participation in the child's team. И, как я уже говорила, есть определенные условия, которые мы просим семью соблюдать, и особенно если семья находится далеко, в другом штате, то обязательно мы говорим о том, чтобы были телефонные звонки или звонки по скайпу, чтобы ребенок понимал, что о нем заботится, и было это постоянство. The next slide, I talked about this, that some of the children still have significant multiple needs. And if the family's in our area, in one of our areas in California, then we will offer them services like wraparound. И, конечно, как я и говорила, мы стараемся всячески помочь семье, поэтому если они нуждаются в нашей помощи, в помощи метода комплексного подхода, то, естественно, мы все это предоставляем и стараемся, чтобы они получили необходимую помощь. Next slide. I mentioned this already about how we'll do plan A, B, C, and such. What we have found is that most of our children have, on average, about 75 living relatives. И на своем опыте мы убедились, что в среднем у детей, которые в наших программах, где-то по 75 ныне живущих родственников, которых реально можно найти. И это вот как раз те план А, Б, С, Д, Е, да, то есть если мы нашли кого-то, но они по каким-либо причинам не могут быть вовлечены в жизнь ребенка, то всегда есть еще кто-то.
Next slide shows our success rate with family finding is 95%. И как указано на этом слайде, 95% успеха в поиске семей, мы уже на протяжении лет эту статистику подтвердили. Что вы считаете успехом? What is success? Ongoing, significant connection. So we're not measuring permanency, we're measuring ongoing connection because we find that the positive results for the child in terms of their social or their psychological well-being is almost as powerful as a result of the ongoing connections as is permanency. But ongoing connection, how does it differ from the permanent connection? They're not going to live with the relative, but the relative is going to make sure that they have regular contact, that they will oftentimes bring the child for holidays, celebrate their milestones, graduations, marriages, births of children. Поэтому вот спросили, что является показателем успеха. Показатель успеха не обязательно постоянство, то есть имеется в виду постоянное проживание теперь ребенка с семьей, помещение его в семью. А показателем успеха будет продолжающиеся взаимоотношения. То есть если даже ребенок не живет в семье, они могут вместе, они могут помимо того, что они общаться будут по телефону или письменно, отмечать дни рождения, съезжаться вместе на праздники. Еще вот какие-то такие вещи, которые важны, там, выпускной в школе. То, что важно для ребенка, это все он уже не будет проходить один. So I'm going to take a look here and see. Why don't you go to the next slide? This is an important statistic. So it's not that many of our families that we found need intensive services. И несмотря на то, что мы предоставляем всяческую поддержку нашим семьям, кровных родственников, с которыми мы знакомим наших подопечных, несмотря на это, мы увидели за годы, что только 8-9% из них реально нуждаются в помощи, допустим, того же комплексного подхода. The next couple of slides, like this one, these are sensitive areas that we have to navigate therapeutically with relatives that have been found. It can be very difficult for both the child and the relatives to navigate this. That's why ongoing therapeutic support is important. Но бывают случаи сложные, например, лишение родительских прав или случаи неудачного усыновления. И в таких случаях мы, конечно, больше прилагаем усилий. Здесь уже терапевтическая работа ведется такая длительная. So, for instance, if the child goes to live with a grandparent, but the biological parents have lost their rights, then that needs to be navigated very carefully with the social worker. And the grandparent needs to be educated about the fact that their own child lost parental rights, but now the grandparent's going to be taking over. So it's very delicate. И иногда бывают очень деликатные ситуации. Например, если бабушка забирает к себе ребенка, но при этом его родители кровные лишены родительских прав, то бабушка, естественно, должна знать об этом, и она должна быть проинструктирована, как себя вести в этой деликатной ситуации. И это то, чем непосредственно вот они занимаются. The next few slides have to do actually with the wealth of information that a family can have. So they may not be, able to have the child in their home, but they might have a wealth of information. Just the fact that a child could hear about health concerns or health needs that are specific to that family, and it's important information, and it helps the child have a sense of history. И вот на вот этих слайдах, только что, которые мы видели, и вот на этом слайде мы говорим о том, что порой находятся родственники, которые не в состоянии взять к себе ребенка по различным причинам, но любой родственник ребенка, кровный родственник может стать источником информации о жизни ребенка, может многое рассказать и поведать о жизни семьи, о его корнях, и это также очень важно. Go ahead to 31. Another area, it's very hard to talk about the family secrets, and they need a skilled
clinician to help them move through the family secrets and be able to talk about them. Oftentimes they're quite surprised that the child already knows about all of it. И порой, когда мы работаем с семьей, мы видим, что сложно бывает взрослым людям говорить о каких-то сложных взаимоотношениях в семье, раскрывать какие-то секреты даже своей семьи. И тут уже мы прибегаем к помощи клинического психолога, и бывают случаи, когда взрослые вдруг узнают, взрослые удивляются тому, что ребенок уже знает какие-то вещи из их прошлого и как уже с ними справляется. And then I have talked about the fact that we've been to many other countries, you know, they present their own unique issues for us, but they've been very successful. And usually we're working with the social services agency in that country to get the resources for the family. И я уже говорила о том, что мы сотрудничаем также с социальными службами в других странах, где часто проживают кровные родственники наших подопечных. И, естественно, мы работаем с социальными службами, чтобы убедиться, что у семей будет все необходимое, если вдруг необходимо будет ребенка поместить в эту семью вновь найденную. And sometimes it's been easier to get a child adopted in another country than it has been to get them adopted in our own different state. И иногда мы удивляемся тому, что мы обнаруживаем, когда оказывается, что в другой стране быстрее и проще усыновить или удочерить ребенка, чем в нашем собственном штате тоже передать его под опеку или в усыновление. You can go ahead through the next two slides. I've told a couple success stories already, and there's success stories in their packet as well. И мы вот эти слайдики пропустим с историей Ребекки, потому что уже много сегодня услышали историю успеха, и также у вас в раздачных материалах есть одна страничка с историями успеха детей. And the last two slides, just as our agency's belief in permanency and the commitment that we have to ensure that children have permanency, and that we are committed to connections first, and then ultimately permanency. И следующие несколько слайдов, они о том как раз о нашем видении и о том, что мы прежде всего ориентируемся на выстраивание связей и отношений, и уже затем на постоянство или помещение ребенка в семью. And then our last slide is just to emphasize again that most children in the United States, most children in other countries are living just fine with their families. And that when we're working with the children in the system, it really is only 2% of the children. И последний слайд говорит о том, и это наша, скажем так, наш принцип, на котором мы базируемся, что среда, самая лучшая среда для ребенка – это его семья. И мы это видим и в своей стране, и что большинство детей выращены в семьях, и мы видим это также и в других странах. И в Штатах вот сейчас статистика, что только 2% детей они проживают в системе и в учреждениях. Остальное это все семья. And we believe, as do all of you, children deserve a family, and they deserve love, and they deserve to have the, love expressed genuinely on a daily basis, and that's our commitment. И как и все вы, мы верим, что каждый ребенок нуждается в семье, нуждается в том, чтобы быть любимым, чтобы мы выражали любовь. И это то посвящение, это наша миссия, которую мы несем. And that's all. I appreciate everybody staying a little bit later, and if you have any questions, I'm available for those, and if anybody needs to leave, that's perfectly fine. И на этом мы тогда будем заканчивать. Спасибо еще раз, что задержались дольше. Сейчас время вопросов-ответов. Если кому-то нужно идти, чувствуйте себя свободно. Вот там девушка, конечно. Я по поводу диаграммы. Здесь написано, что было бы нужно биологическую семью, да, красным, кого ты любишь. А это же может быть один и тот же человек. Каким образом отличается? There's a question about this diagram here. So the blue one says that we match biological family, but the red one we match the ones that we love. Can those lines be combined? Yes. Can be the same? Yes. Yes. What's shocking is when a child will put the blue lines to the biological, but all the red lines, when we first start interviewing them, are to non-relatives. It's telling. Да, вот то, что вы говорите, это такая ситуация, то, что, как правило, происходит, но более шокирующим бывает, когда свои кровные связи
То есть голубые линии ребенок проводит к родителям, а все красные линии, они идут вот сюда, в правую колонку, к небиологическим. То есть, ну, вообще к людям, которые к его семье, по сути дела, не имеют отношения. Вот это уже... От ребенка, да, получается? Да-да-да, то есть ребенок, вот он в центре, и он здесь вот рисует. Здесь он может там тренер подписать, или учительница, или кто-то. Я правильно поняла, что он может к одному и тому же человеку разных цветов? So different person can be drawn different lines to, Yes. right? Yes, like Yeah. say they remember their grandmother and that they still feel love for the grandmother, they'll have a blue line and a red line to the grandmother, and then sometimes it'll be the grandmother that carried on the cultural traditions, so they'll have a purple line for grandma as well. Да, например, вот есть какая-то бабушка, да, она и под голубую линию попадает, то есть она родственник, но в то же время ребенок любит и помнит ее, то есть это красная линия, и, допустим, он помнит, что бабушка какие-то носитель культурных традиций, то есть какие-то ритуалы в его семье именно бабушка делала, да, то, что и тогда это фиолетовая линия еще будет, то, что ему запомнилось. Вот вы запускаете весь этот процесс, по сути, это вы делаете, а как долго и от чего зависит ваша ответственность? То есть, когда заканчивается ваша ответственность при работе с этим случаем? So you started the process of finding a family for a kid, but when you start this process and you develop, but once in a while your authority is no longer, you're no longer authorized to do that. So where does your authority end? At which point of time? In this process of finding and permanency and placement? We have the authority with our social services to take this all the way to the end to permanency. И у нас, по сути дела, в кооперации с социальными службами у нас есть право этот процесс довести до конца, даже вплоть до помещения ребенка в семью. Это именно за счет того, что мы работаем вкупе с социальной службой. But if the child moves out of state or out of country, that would be one point at which, you know, after we've linked up resources, then our authority ends. Но бывают случаи, когда ребенку нужно переехать в другой штат или в другую страну даже, и тогда вот на этом этапе заканчивается наше воздействие, то есть мы, по сути дела, помогаем двум сторонам соединиться, помогаем также с ресурсами, если нужно оплатить переезд и так далее, но вот здесь уже, когда в силу вступает право и законодательная сторона другого штата или вообще другой страны, вот тогда заканчивается, по сути дела, их работа. And we will do all of the family finding work and a fair amount of the work for the social worker, but it really is the social worker that has to handle the final permanency process with the courts. Вот, наверное, ответ, вот еще момент, который отвечает на этот вопрос, что на самом деле всю работу по поиску семьи делает EMQ в рамках программы, но все равно социальный работник — это тот человек, который будет принимать решение о дальнейшем проживании ребенка. То есть это все равно они это делают только в кооперации с ним. Просто если ребенок уже имеет некую эмоциональную с вами связь. But if a child is emotionally connected to you, если он хочет, например, общаться с вами, if he wants to develop connections with the family finding team, for example, вы для него доступны? are you available for the kid, and have you ever had those cases maybe? Sure, of course, and we keep those connections going while he's in our care. We usually don't keep them after the permanency's been created because we want his connections to be, you know, with his relatives. Да, то есть, по сути дела, если ребенок уже на помещение в семью идет, то они понимают, что главное ему сейчас строить взаимоотношения с семьей, поэтому, тем более, если он переехал в другое место, а так, естественно, EMQ поддерживает контакт, пока ребенок еще, допустим, в системе находится, они всегда в контакте. Лора, а сколько стоит? Ну, понятно, что это все индивидуальный случай. Да, там,
хотя бы границы. А что сколько стоит? Сам поиск, процесс Да, поиска? программа. What is the cost of the program per person? We understand that this is like individual, but maybe just Самый average дешевый, numbers. самый дорогой. The lowest and the highest prices for your work. Well, first I can tell you that we fund this through charitable dollars, all fundraising. You find? Donations, it's no government funding. Oh, for this program, no government funding. It's all fundraised. Это вся вот эта программа, о которой мы сегодня говорили, она спонсируется частными донорами, то есть это все через процесс фандрайзинга, сбор пожертвований. We are able to bill for any of the therapeutic work that we do in support of the child and family. Хотя мы вот все издержки на терапевтическую поддержку и психологическую работу, которую мы оказываем семье и ребенку, это уже в рамках государственных программ может оплачиваться. So low end, about $2,500. То есть самая низкая цена по программе is for one person, for finding family for one person. Чтобы найти семью кровных родственников для одного ребенка, минимальные затраты $25 000. The highest was about $15,000. $2,500? $2,500? 2500, да, простите. 2500 это самое меньшее, and the highest was About $15,000. И уже $15 000 это как бы максимальное, что они могут потратить. Like the Ethiopia trip. Например, поездка в Эфиопию, да? Taiwan. Тайвань тоже. А взаимодействие с государственными организациями, ну как социальный департамент, да, и другими партнерами, они выстраиваются на основе устной какой-то договоренности или есть договор прописанный, где расписаны там права и ответственность? Do you have special agreements with social services or state departments that are responsible for the kids, or it's just non-written? Oh no, we have special agreements and policies. Yes. Да, есть договора и определенная политика взаимодействия прописана. We actually submit documentation to the social worker requesting authorization, formal authorization for family funding. Мы на самом деле заполняем даже специальную форму, которую подаем в социальную службу, которая должна быть заверена, прежде чем начнется этап поиска семьи непосредственно. And it requires 2 levels of authorization. И там даже 2 уровня авторизации, то есть на 2 уровнях рассматривается эта бумага. Таким образом. У меня тоже еще один вопрос есть такой. Вот про кейс, который вы рассказывали, про этого парня, который... I have a kind of a tricky question about the story you told about the guy that you helped yourself. Я так сам возбудился и в прошлый раз, и сейчас по поводу того, насколько это все было хорошо там сделано и так далее. I once again get so excited Сколько у about вас how well было it was энергии. done, how energetic you were while doing this. Сейчас я что-то подумал, этому парню 23 года. Какого черта он сам не искал своих родственников, а ждал, пока будет искать ему социальный работник. Да. And now I just kept thinking, this guy is an adult, he's 23, you said, so why wouldn't he himself be trying to find his relative and some connections? But he just sat there like and waited till you came. First of all, he didn't know how to do that. Ну, прежде всего, он не знал, как это делать, да, допустим, как искать своих родственников. Secondly, he had some myths about his family. Native American. И также, как Лора уже говорила, как мы узнали, у него были какие-то ложные представления о своей семье. То есть он думал, что он американец, оказалось, что не совсем так. He was also in survival mode. И также он находился в таком неблагополучной ситуации, в режиме выживания, скажем так, нестабильная жизненная ситуация. He also didn't know how much he needed his family. И также просто не было понимания того, насколько ему нужна поддержка близких. He didn't even know that he could go down and access his own record.
То есть он даже не знал, то есть элементарное представление о том, что ты можешь пойти в какое-то учреждение, где хранится твое личное дело, и просто в него заглянуть, даже вот такие мысли его не посещало, у него не было этого знания. It didn't even occur to him. Вот какое все-таки отношение к этой программе в целом, такое глобальное? Потому что мы знаем, что вот очень развита все-таки фостерная система, профессионального родительства система. Вот для каждого ребенка в этой системе попытка идет найти родственников кровных. Do you apply this program to each and every child that is in your in the system? Because we know that it is all very professional and all very good with the foster families. But what about this? What is the general attitude to this program? Because maybe some people would say it's better just to put them in the foster care or somewhere else where your system also functions very well. Well, first, we don't offer it to absolutely every child because we can't afford to do that yet. На данном этапе мы не предлагаем всем детям, не каждому ребенку, подростку это предлагается просто в силу даже финансовых вопросов, потому что не можем себе позволить. Let me qualify that. We will do a very basic relative search that doesn't cost money for any child that doesn't have a connection. But in terms of the more expensive searches that involve trips and the higher end, we reserve that for the older youth that have been in the system a very long time. То есть получается у них такая градация существует. Базовый поиск родственников они готовы провести, естественно, для любого ребенка, у которого вообще нет родственников или буквально несколько родственных связей. Но все, что включает в себя более такие дорогостоящие затраты, например, поездки, какие-то вот такие вещи, это уже для тех ребят, кто старше намного и кто в системе дольше времени находится. То есть так они разграничивают преимущества у них. Да. Part of that is part of the resistance. If the children are younger and they're in a foster care home and it seems like it's just fine, what we do is we remind ourselves and we remind the social worker that's not going to remain that way. Because here's the statistics of what happens to children that don't have permanency when they're 18 years old. So at 8, 9, 10, if they're in foster care, and they seem to be doing fine, we have to remind ourselves all the time, when they're 18, they're going to be living on the streets, they're going to be involved with drugs and alcohol, they're going to be hospitalized, they're going to be arrested. So we don't think that foster care is the answer, and so we'll have urgency about those children at 8, 9, 10, and 11. На самом деле с более младшими детьми 8, 9, 10 лет, и они находятся в системе замещающих семей, да, фостерная система, но мы понимаем, что это не будет длиться вечно, что они когда-то из нее выпустятся. И если к тому моменту у ребенка не будут налажены связи, то есть статистика, которая говорит об обратном, что такие дети попадают в криминал, наркотики и все что угодно, да, поэтому когда ребенок становится старше, чем старше он становится, мы тем больше чаще себе напоминаем, что если у него нет еще кровных связей, то это наша ответственность позаботиться об этом. Какие специалисты именно вашей организации работают в программе, вот в этой программе? What specialists are involved directly into this program, Family Finding? We have trained all of our facilitators. So the same people that are the same master's level clinicians that are doing like family finding and all of our other intensive services, they're the ones that are trained in how to facilitate family finding. And then our bachelor's level staff are also trained because they're the ones that are usually working directly with the youth on how to handle this. And then they're oftentimes the people that accompany the youth
out of state and out of country. Ну, у них на самом деле по этой программе обучаются как сотрудники более высокого подразделения, да, то есть это фасилитаторы, о которых мы вчера говорили, то есть те люди, которые обладают уровнем магистра в психологии, ну, master's level, они непосредственно обучены этому процессу, но также те, кто на уровне бакалавра работают с семьями, они тоже прошли обучение, потому что это часто вот те люди, которые вообще едут куда-то с ребенком, да, вообще вот находятся с ним постоянно рядом. То есть фактически и те, и другие участвуют, и фасилитаторы, и вот эти тоже люди. It doesn't take any specialized competency. Какой-то специальной для этого компетенции, квалификации не нужно. Это вот наши психологи штатные. Like even the internet searches, it's very basic skills. It takes a lot of patience. Потому что, ну, даже вот тот поиск по интернету, мы все понимаем, что особых там каких-то навыков не нужно, да, нужно просто терпение и какая-то вот умение выделить главное во всем этом поиске. The therapeutic work, it requires the same kind of competencies that you need to do counseling for these kind of children and their families. И терапевтическая работа, которую мы проводим в рамках программы, она требует, в принципе, таких же навыков и знаний, как любые консультационные услуги, которые наши специалисты оказывают в рамках EMQ. We do a fair amount of training of our staff around loss and grief in relationship to this process. Но вот в этом процессе мы еще отдельное внимание уделяем в обучении сотрудников тому, как они могут помочь ребенку пережить потерю и горечь, потому что, ну, он может разную информацию узнать, да, он может встретиться с людьми, которые не захотят его принять, как мы уже говорили. Это и бакалавры, и магистры? And loss and grief things are taught both to bachelors and masters. Yes. Да, и тем, и другим, все знают. Because the bachelor staff are the ones that are going with the youth oftentimes on the trip. And when they go back to the hotel, even when the children are meeting relatives, they still are grieving. They may not be seeing their biological mother or father, so there's grief there. Or they may have ideas, like romantic ideas about their family, and then they go and meet them and it doesn't quite measure up, so then they have, you know, loss and grief about that back at the hotel. So our bachelor's level staff need to know how to support a youth through talking through that and you know, how to help contain the emotional impact. Да, даже сотрудники, которые на более низком уровне находятся, у которых уровень бакалавра, да, по психологии, они все равно должны обладать этими знаниями по поводу того, как ребенку справляться с переживаниями относительно боли и потери, потому что, грубо говоря, это именно те люди, которые ездят с ребенком на встречу с семьей. И потом, когда они приходят вечером в отель, у ребенка могут быть совершенно разные чувства. Он может переживать боль из-за того, что это вообще оказались не те люди, которых он знал как своих биологических родителей. Может быть, у него были какие-то романтические настроения, там идеальные картины, розовые замки о том, как пройдет встреча, и она прошла вообще не так. То есть и сотрудник должен быть способен вот в этот момент поддержать и ребенка просто провести через этот процесс. Насколько вот успешно ребенок, вот по вашим исследованиям, многочисленным, наверное, да, наблюдениям, опыту, насколько вот все-таки требуется и помощь, и время для того, чтобы ребенок преодолел вот эту горечь отверженности, горечь потери и так далее. Вот как это имеется в виду потери и горечь от чего конкретно? В какой ситуации? Вот чувство отверженности, оно через всю жизнь может быть принесено ребенку. Насколько он реабилитируется в этом все-таки? Вот, и вот какие временные рамки и насколько глубоко это? Does your research show how much time it takes for a kid to fight over this loss and grief that he has in his life? And not only talking about this program where he meets, or he or she meets, for example, his biological
relatives or parents, but just in general, does your research show maybe some average period of time which takes for a child to go through? No. Нет таких, We haven't researched that. So that's a good idea. Хорошая идея, кстати, для исследования, ну вот просто собрать эту информацию. Рецидивы бывают, к сожалению, да, они иногда... Because it may come back, a grief and loss. Yes. Oh yes. Well, it is cyclical, as we know. Это все циклично, да, как психологи мы это понимаем. And because they're going to go through it at different developmental ages, the youth has to be prepared by a clinician for their future experiences of grief, because there's the initial grief and loss, and then they need to know it's going to come back at certain points, and what's your plan going to be? You know, are you going to reach out for another therapist in the future, or are you going to talk to friends? Are you going to talk with your new relatives? You know, and they do sit down and they do craft a plan of response when they're hurting again. На самом деле перед нами даже больше задач стоит, то есть мы понимаем, что если мы даже поможем ему сейчас преодолеть боль потерь и все, что он пережил в своей жизни, ему все равно в жизни это не раз еще все на его пути будет. И вот это тот момент, когда мы тоже участвуем, мы садимся и разговариваем, просто приготавливаем его даже к этому. И мы обсуждаем с ним возможные варианты выхода из этой ситуации, когда он вновь будет это внутри себя переживать. Мы говорим о том, слушай, у тебя есть варианты, ты можешь обратиться опять к психологу, к терапевту, ты можешь позвонить друзьям, ты можешь там еще как-то вот какие-то методы преодоления того, что его ожидает. So you like teaching them to adapt to the future life, basically. Yes. Well, and to normalize it, because you know, какая нормализация вообще жизни, вот стабильность. Everybody has loss in their life, and then there are those days of the year or those holidays that trigger our memory around the loss of somebody that we loved, or the loss of a relationship, or whatever it might be. So what we help them to understand is, when you experience that, you take care of yourself a certain way, like all the rest of us do. И мы пытаемся достичь такого понимания, когда ребенок, подросток понимает, что это нормально, что в жизни всех людей бывают определенные этапы, когда мы даже снова и снова переживаем какие-то потери, да, допустим, когда какой-то праздник или какая-то там выходная праздничная неделя в году, и это напоминает человеку о его семье, о потерянных взаимоотношениях, о чем-то, что было разрушено, и мы пытаемся показать, что на самом деле это случается не только у тебя случилось, да, вот этому ребенку, а объяснить, что на самом деле можно адаптироваться, и люди живут так, и это абсолютно нормально. So I think I'm going to end now and thank everybody for being here. Тогда будем уже заканчивать. Спасибо всем, что были сегодня тоже с нами. And then I also want to thank Anna. She's did a beautiful job. И Ане тоже большое спасибо.